Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Я вижу, что вам нравятся призраки, снятые на камеру. Поэтому держите еще одно страшное видео. Надеюсь, что вы получите те эмоции, за которыми пришли. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Призраки, больницы. Наше первое видео найдено на YouTube. Мужчина идет в больницу ночью и снимает нечто паранормальное. Давайте посмотрим. Hola. ¿Qué es eso? ¿Hola? ¡Ah, la puta! La mierda. ¡Oh, la mierda! ¡Oh, mierda! ¡Hola! Mames, me cagué. Me cagué. Он видит, как сам по себе движется какой-то предмет. Но что это могло быть? Это его действительно пугает, поэтому он решает спрятаться в одной из комнат и проследить, что же будет происходить дальше. Мы видим, как он случайно натыкается на палату с куклой внутри. Мужчина выглядит очень напуганным и пытается понять, что же происходит в этой больнице. Сам ютубер считает, что здесь точно обитает нечистая сила, и даже снимает на камеру нечто неожиданное. Смотрите сами. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Está alguien ahí con...? ¿Qué es eso? Se escucha como un ruido. Hola. Uy, güey. Sentí como que alguien me tocó, cabrón. Hola. ¿Está aquí alguien conmigo? Esta madre es el oxígeno. Todavía sigue en función, pero este muñeco me da mucho miedo. Me voy de aquí mejor, cabrón, porque la neta... Ay, güey. Escucho como... ¡Ay, güey! Когда мужчина на миг отвернулся, кукла повернула голову, устремив взгляд прямо на него. После такого любой бы испугался. И неудивительно, что мужчина покинул эту больницу и больше никогда туда не возвращался. Комната страха. Следующее видео найдено на YouTube. Оно снято молодым человеком по имени Али. Как считает автор, его преследует демоническая сущность, и он смог заснять ее на камеру. Вот. Парень проснулся от дребезжания дверцы шкафа и мерцания света. Али встает, чтобы взглянуть, что происходит. Вот. Stop it! Когда он спускается вниз, то никого не находит. По мере того, как он проходит через свой дом, музыкальный проигрыватель включается сам по себе, и музыка становится все громче. What do you want? Stop! Парень решил использовать детектор движения, чтобы посмотреть, кто же действительно находится в этой комнате. Ow. What was that? I just got shocked by my phone and it just got much
Детектор фиксирует то, что не видит сам Али. Holy Can you guys see that? You can even see the shadow flick. You can see the dark figure there too. What the Can you guys see that? Like, you guys can see that figure too, right? Am I crazy? It's literally... В других комнатах ничего потустороннего он не находит. Молодой человек говорит о том, что как только он подходит к этой комнате, ему становится холоднее, и сам он не может поверить в то, что заснял. Ему еще предстоит выяснить, почему эта сущность не дает ему нормально жить и спать в собственном доме. Или это никакая не сущность? Ребята с канала Судари вновь удивляют. На этот раз они посетят две старинных усадьбы, в которых когда-то при трагических обстоятельствах погибли люди, и с тех пор местные жители наблюдают в этих местах призраков. То, что в итоге получилось снять у ребят, вполне себе может посоревноваться с яркими голливудскими блокбастерами. Лёх, поднимайся сюда. Ой, блин, елки-палки. Там оттуда какие-то звуки доносятся. Местные, будем называть их местные, стали видеть вокруг усадьбы силуэт девушки в юбке. Это кто там был? Мы сейчас должны установить фотоловушки, диктофоны. Ты сам только что сейчас втирал, что так нельзя делать. Нельзя было делать. Если энергия этой усадьбы меня слышит, можно какими-нибудь действиями там просто подвигай камеру. Ты видел? Оно что-то как будто перемещается. А что тут? Под нами что-то? Наверное, это и называется контент в нашей нише. Проклятое место. И снова в моих подборках охотник за привидениями по имени Ян. На этот раз он решил исследовать места захоронения индейцев, где, по слухам, обитают привидения. Жители и гости этого района утверждают, что слышали здесь звук барабанов, голоса и даже видели призраков, которые бродят вокруг кладбища. С наступлением темноты Ян отправился в лес с устройством для отслеживания, желая посмотреть, не выйдет ли кто-нибудь с ним на связь. Давайте посмотрим, что ему удалось узнать об этом месте. K2 meter, this measures electromagnetic fields, and spirits are said to be energy, and so this thing picks up on that. I'm gonna place this down right about here, on this mound. Look at that, it's already going off, holy shit. What the f? Are you touching that green light? Are you buried in this mound? Take that as a yes. How many spirits are here? Is it over 5? Is it less than 5? This thing is just going nuts. It's hard to tell if this thing's actually like responding or if it's just going off at random. Когда он общался с духами, устройство срабатывало, улавливая электромагнитное поле. Но на этом все не закончилось. Мужчина услышал что-то прямо позади себя. I don't know if I'm going crazy. I thought I heard something behind me. Hello? Who's over there? I don't know, maybe I'm just paranoid. I thought I heard something, but I'm not sure. Oh, holy shit. Okay. All right. Okay, I don't know, man. Maybe I'm not going crazy. I don't know if I should try this, but I'm gonna try walking backwards because I want to see what's coming up behind me. Honestly, I don't even like walking backwards because I don't know what's ahead of me. Is there somebody out here with me? Oh my god! Holy shit! That scared me so bad. That was a straight up voice from thin air. It was as if somebody was standing like right there. Звук шагов и шелестящих листьев позади привлек его внимание. Когда Ян спросил, есть ли кто-то здесь, из темноты донесся голос, от которого ему стало действительно страшно. Несмотря на это, он храбро решил идти на звук этого голоса.
Coming towards you. I mean you no harm. Oh my God! Holy shit! Oh my God, something just grabbed my shoulder. Holy moly. I'm sorry, I didn't mean to react that way. You just scared me. Дальше, как утверждает сам автор, нечто схватило его за плечо. Мы видим очень эмоциональную реакцию и реальный испуг. Несмотря на страх, мужчина продвигался дальше, решив сделать несколько снимков на камеру. Oh my God, I'm hearing all kinds of things over here. It sounds like voices, but they're so faint. I'll try to take a few pictures. I'm getting a lot of orbs. Holy moly. Whoa, guys, I'm getting a lot of weird ones. Holy crap. I want to see if I can get any on video. Oh, dude, one just crossed over the screen. Did you see that? Of course you did. I just caught it. That was so cool. Как мы видим, он запечатлел орбы. Как считает автор, тревожный звук голосов доносился откуда-то поблизости, который потенциально мог принадлежать тем самым орбам, попавшим на камеру. Но на этом исследование не закончилось. Далее мужчина услышал звук, который доносился издалека. What the f was that? Dude, that was crazy. You know what that sounded like? That sounded like a drum. A drum. It was like a tribal drum, like in a ritual or something. Hello? It was coming from the woods. It was coming from this area. Listen. Dude, that is so crazy. I mean, what else could that be? That is undeniable. Like, that legit sounded like a drum being hit. Am I wrong? Like, I feel like I'm going crazy out here. По его мнению, это было достаточно похоже на барабанный стук. Звуки не прекращались и далее, но его внимание привлекла призрачная фигура лица, которую он увидел. It's weird. It smells like incense almost over here. Or like sage. I don't know. It's like different. I can't pinpoint it. Oh, it almost burns my lungs. Are you smoking something over here? Hello? Okay. I start talking. It sounds like a male voice. Could you speak again? Oh my God! Dude, that was a face! I just seen a face! That was a glowing face! Буквально на долю секунды мы видим, как появляется призрачное лицо. Как говорит сам автор, нельзя отрицать то, что это кладбище действительно населено призраками.
А как вы думаете, может ли это место быть реально проклятым? Дух Отца. Пользователь Reddit поделился кадрами светящегося шара в его доме. Само видео было снято на камеру видеонаблюдения. Мужчина рассказал, что недавно он потерял отца, и он думает, что этот свет какой-то знак именно от него. Возможно, он не успел что-то сделать в этой жизни или что-то сказать. Мы видим, как светящийся шар, похожий на сгусток энергии, просто парит в воздухе у комода, то поднимаясь, то опускаясь. Он плавно поднимается вверх и спускается вниз, прямо к коробкам, будто говорит о том, что они должны заглянуть в них. Как считает сам автор видео, этот сгусток энергии посылал ему сигналы, а понять его сможет только тот, кто хоть раз оплакивал потерю и имеет желание держать связь со своими близкими, даже если они уже не в этом мире. Подпишись на наш телеграм-канал. Мистические истории, фильмы ужасов, новости, а также немного юмора всегда ждет вас в нашем телеграм-канале. Подпишись, ссылка в описании. Храм. Следующее видео найдено на YouTube. Мужчина по имени Крис с наступлением темноты в одиночку отправляется в заброшенный храм, построенный еще в 1991 году. Когда он зашел внутрь и медленно прошелся по каждой комнате, он услышал что-то тревожное. Look, the ghost is still here. Still smiling. Oh shit, somebody's in here. Oh shit. What the f? What the? Yo. Yo, what the f? It's like footsteps just walk down this stairway. What the hell? Oh, okay. That was crazy as f***. Прямо рядом с ним послышались чьи-то шаги, которые немного встревожили Криса, но он продолжил свое исследование. It's kind of crazy. I mean, I'll listen to it back after I'm done filming, but it definitely sounded like somebody was walking. It's crazy. I should probably leave. Дальше Крис пытается проверить здание, чтобы убедиться, что там никого нет. Он посещает одну из многочисленных комнат и замечает записку, в которой нет ничего особенного на первый взгляд.
piano still here. Roof still the same. Chair just chilling. Still the same. Everything's the same. Однако, после того, как он заходит в эту комнату еще раз, он видит, что записка сдвинулась со своего места. Автор считает, что это проделки того, чьи шаги он слышал. Не зная, что здесь происходит, он отправляется в другую комнату. Именно там он запечатлел что-то действительно страшное. Посмотрите сами. So, I don't know. This place feels just like it felt before. Just a little more creepier because it's nighttime. I was like right here. Ouch. When I saw that shadow figure. That shit was creepy as hell. I think I just saw something. What the I don't know though, it's so hard to see. This is dark. Крис успевает записать не один и не два, а 4 паранормальных явления одновременно. Ему удалось снять таинственные тени в дверном проеме и орбы, которые действительно настораживают. Видите, сначала какая-то темная аномалия взлетает высоко. Затем в дверном проеме появляется прозрачный силуэт и растворяется в воздухе. Удалось ли Крису во время исследования храма реально запечатлеть паранормальные явления? Решайте сами. Статуэтка. Следующее видео снято ютуберами, которые заинтересовались жуткими событиями, происходящими в отеле с привидениями в Токио. Эти ребята решили, что им нужно проверить, что там происходит. Нужно сказать о том, что они не увидели ничего, чтобы их испугало. Поэтому решили оставить несколько камер внутри здания. Когда они посмотрели отснятый материал, то были действительно удивлены тому, что увидели. Посмотрите и вы. Статуэтка не двигается, а у ее тени плавно поднимается рука. Сами парни, когда посмотрели это видео, были убеждены в том, что эта тень их о чем-то предупреждала. Кроме того, в самом отеле они нашли странные обереги и символы, похожие на защиту от нечистой силы. Зрители, как всегда, разошлись во мнениях. Единственное возможное объяснение этому, кроме паранормальной активности, это был монтаж. Но я хочу отметить, что многие люди на протяжении многих лет сообщали о странных событиях вблизи этого отеля. А как вы считаете, что это было на самом деле? Дом под контролем. Девушка из ТикТок, которая выложила это видео, утверждает, что ее дом находится под контролем злобного полтергейста. С некоторых пор в ее доме стали происходить необъяснимые явления, поэтому было решено установить камеры видеонаблюдения. Сначала кажется, что девушка просто отдыхает у телевизора, и в этом видео нет ничего особенного, но смотрите дальше.
Цветочный горшок, который стоял у телевизора, падает сам по себе. Девушка действительно не знает, что делать с этой активностью дома и просит помощи своих зрителей. Однажды ночью пару разбудил шум, и это их не на шутку испугало. Эту ночь они не забудут никогда в жизни. Тогда они услышали шум из подвала в своем доме, взяли камеру и решили спуститься туда. What do I know? You don't know. What if something happens? We don't have any explanation for it. Like I said last time, we don't record everything. You don't record it, you don't... You need to explain that? So I'm tired. Yeah, exactly. This is the 50th freaking night in a row. Things happen. I think you're exaggerating. Look, it's a basement. Yeah. The fuck is that? Yeah, that happens. What the fuck? Okay, we need to go. 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 Well, where? Go upstairs. Go upstairs. Gee, go. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Let's go! Go. Go upstairs. Спустившись вниз, полтергейст начинает играть с ними и передвигать предметы. Девушка уверена, что все, что происходит в доме, это реальная паранормальная активность. Хочу услышать ваше мнение. Как вы думаете, что и зачем преследует девушку и ее семью? Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также буду рад, если вы оставите комментарий внизу. Кроме того, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал. Туда тоже обязательно подпишитесь. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Что это за хрень? Уберите это. А как вы считаете, что это было на самом деле?